2 дня назад был принят первый в мире закон по регулированию криптовалюты. Да, 16 мая Европа утвердила полноценный закон, который направлен на контроль крипты в 27 странах Евросоюза. Закон будет требовать лицензии от бирж, криптокошельков, платформ для стейкинга, а также эмитентов стейблкоинов. Правительственные чиновники заявляют, что это необходимо для борьбы с отмыванием денег и для улучшения безопасности клиентов. Но неужели это правда и как новый европейский закон повлияет на вашу криптовалюту и биткоин, мы расскажем в этом видео. Сегодня мы для вас подготовили ряд последних актуальных новостей, которые помогут вам понять, что происходит на рынке, почему эфир рискует упасть в цене, как угроза дефолта продолжает влиять на крипту, а также когда начнется рост биткоина. Поэтому смотрите видео до конца, а перед просмотром обязательно поддержите его лайком. Ведь если вам понравится данный формат, в котором мы будем разбирать последние новости крипторынка, то такие ролики мы будем выпускать гораздо чаще. Так что всем приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Я думаю, вы прекрасно знаете, что все важные события, которые происходят на рынке, очень сильно влияют на стоимость крипты. А чтобы вы не тратили свое драгоценное время на поиск этих новостей и всегда были в курсе всех происходящих событий, просто подпишитесь на наш телеграм-канал. Там, в отличие от YouTube, мы 24/7 на связи и делимся с вами всеми актуальными событиями. И с одного такого события мы, собственно говоря, сейчас и начнем. Во вторник появилась информация, что Евросоюз, в который входит 27 стран, единогласно одобрил первый в мире полноценный закон для регулирования рынка криптовалюты и всего, что с ней связано. Данный закон имеет название МиКа, и по словам чиновников, главной его целью является защита инвесторов от таких случаев, как банкротство FTX, крах Terra Luna или, например, случай с Celsius. Ведь, как сказала глава Минфина Швеции, сегодня мы выполняем свое обещание начать регулирование сектора криптовалют. Недавние события подтвердили необходимость введения правил, которые защитят европейцев, инвестировавших в цифровые активы, и предотвратят неправомерное использование технологий в целях отмывания денег и финансирования терроризма. С одной стороны, можно подумать: вау, круто, инвестиции в крипту станут безопаснее, никакие кудрявые обитатели богам нас больше не обманут и можно спокойно инвестировать в крипту. Но во что нам обойдется такая безопасность? Во-первых, МиКа будет требовать, чтобы криптокомпании, в основном разработчики кошельков или бирж, получали специальную лицензию для работы в ЕС, а эмитенты стейблкоинов должны будут иметь документы, которые подтверждают их резервы. Конечно, в идеальном варианте так и должно быть, особенно со стейблкоинами. Но второй момент касается налогов. Ведь если крипта станет полноценной сферой цифровых активов ЕС, правительству придется вводить налоги на прибыль, полученную от торговли или продаж крипты. А для этого Европа уже подготавливает еще один дополнительный закон по налоговой отчетности для криптофирм. И чтобы вы понимали, данный документ обязывает компании предоставлять государственным органам информацию о балансах своих клиентов. То есть все данные о размере вашего депозита, о транзакциях, выводах, пополнениях, да вплоть до сколько токенов вы получили в каком-нибудь лаунчпаде, будут знать регулирующие органы ЕС. А если какие-то подозрительные действия того или иного аккаунта их не устроят, они легко смогут его заблокировать, либо ограничить какие-то действия, например, вывод средств. Поэтому влияние на крипту будет зависеть от того, что конкретно себе позволит делать регуляторы. С одной стороны, это сделает крипту более безопасней, а с другой мы получим максимальный контроль от тех бирж, которые будут работать под юрисдикцией ЕС. Закон вступит в силу примерно через год, и за это время истинная цель МиКа будет понятна для каждого, и для самого биткоина тоже. Ну а сейчас на биткоин больше всего продолжает влиять неразбериха с дефолтом США, так как несмотря на минимальное продвижение Байдена и Маккарти, четкое решение еще не было принято. О дефолте и о его последствиях мы подробно рассказывали вот в этом видео, поэтому советую его посмотреть. Но даже если проблема с дефолтом будет решена на этой неделе, то высокая инфляция и процентные ставки никуда не делись. Насчет этого в недавнем интервью Илон Маск сказал: «Меня беспокоит то, как Федеральная резервная система принимает решения, потому что они работают со слишком большой задержкой. Данные несколько устарели. Федеральная резервная система слишком медленно поднимала процентные ставки, и они будут медленно их снижать». Из-за чего Маск заявил, что в ближайшие 12 месяцев будут очень сложными не только для компании Tesla, но и для многих других, так как высокие ставки ФРС замедляют экономику, не позволяют получать дешевые кредиты и масштабироваться. А также высокие процентные ставки продолжают давить на банки, из-за чего мы потенциально можем увидеть новые банковские банкротства. Хотя если история с банками повторится
повторится, как это было в марте, и доллар упадет, то биткоин может начать новую волну роста, ведь многие приступят хеджировать свои позиции, покупая биткоин либо золото. Но влияние экономики США станет более предсказуемым после решения по поводу дефолта, так что за этим мы будем пристально наблюдать. А перед тем, как мы перейдем к следующим событиям, хотел бы вам рассказать о спонсоре этого видео. На сегодняшний день, когда майнить биткоин становится все сложнее, а создавать свою ферму очень дорого, существует такая вещь, как облачный майнинг, который позволяет вам арендовать оборудование для майнинга криптовалюты, чтобы на этом зарабатывать. А преимущество состоит в том, что все происходит дистанционно, и такой функционал предоставляет провайдер облачного майнинга WinMiners. Данный сервис позволяет в один клик начать майнить криптовалюту абсолютно с любой точки мира. Работает все очень просто. Пользователи берут в аренду майнинговой мощности, приобретают майнинг-контракт и начинают добывать криптовалюту. У WinMiners есть несколько тарифов, которые каждый может выбрать для себя, а оплату тарифа можно проводить как криптовалютой, так и фиатом. Вывод средств осуществляется без комиссий и доступен от 1 USDT. Также у сервиса есть партнерская программа и сообщество в Telegram. А если у вас не открывается сайт, просто воспользуйтесь VPN. Поэтому если вы желаете изучить облачный майнинг более подробно, все ссылки и дополнительный бонус от нашего канала мы оставим в описании. Следующей новостью на повестке дня будет нашумевшие токены стандарта RC20, ну или DRC20, а также LRC20. Все зависит от того, на сети какого блокчейна они выпускаются. Эти токены работают по принципу токенов ERC20 на эфире, то есть любой желающий может создать свой токен и начать им торговать. Помимо того, что с недавних времен их можно запускать на биткоине, теперь это можно делать на сети Dogecoin, а также блокчейне Litecoin. От самих токенов смысла никакого нет, зачастую создают обычные мусорные монеты или мем-токены, и не более того. Но на стоимость нативных монет блокчейнов они влияют положительно, ведь за последние дни цена Доги выросла на 6%, а Litecoin вообще показал 17% роста. Но с этими токенами не все так радужно, потому что они дико перегружают сеть, поднимают стоимость транзакций и делают транзакции ультрамедленными. Ведь не забываем, что биткоин, Доги, а также Litecoin работают на системе Proof of Work, а пропускная способность у них не самая лучшая. Но в будущем мы явно увидим еще не один блокчейн, который запустит токены такого стандарта. Может быть, это будут токены на сети Monero, Ethereum Classic или, например, Zcash, из-за чего они могут вырасти. Кстати, напишите, на какой сети вы бы хотели увидеть новые токены, а мы идем дальше. Следующий важный момент касается эфира, ведь в ближайшую неделю мы можем увидеть, как более 452 тысячи эфиров, практически на $1 миллиард, будут проданы компанией Celsius. Если кто не помнит, это криптокредитор, который обанкротился еще год назад. Их продажи связаны с тем, что Lido Finance, платформа для ликвидного стейкинга Ethereum, имеет 452 710 эфиров, доступных для снятия, из которых 94,5% принадлежат Celsius. Сам Celsius отправил в Lido более 428 тысяч эфиров еще в понедельник, и скорее всего это сделано для возвращения недоступных эфиров в ходе их банкротства. И сделали они это после нового обновления Lido, которое позволяет выводить эфир для стейкинга и конвертировать в обычный эфир 1 к 1. Такие манипуляции от Celsius очень сильно намекают на будущую продажу, особенно после того, как они провели тестовую транзакцию на 0.1 эфир через несколько часов после основной транзакции на 428 тысяч. А за счет того, что новое обновление Lido позволяет клиентам обрабатывать снятие в течение 3 дней, то вывод эфира Celsius может быть обработан уже на этой неделе, и это потенциально может негативно повлиять на его цену. Вообще, эфиры начали активно продавать, начиная с первых недель мая, когда увеличение предложения на биржах привело к падению эфира ниже уровня $1800. Прошедшая неделя для эфира была нейтральной, ведь после падения он оставался торговаться в узком диапазоне с низкими объемами торгов, и заметные попытки восстановления были только вчера, когда биткоин поднялся выше 27 тысяч. Тем не менее, если Celsius решит продать свои монеты, это очень сильно отразится на цене эфира. Ну а как там себя чувствует наш биткоин? Не могу сказать, что прям хорошо. Сейчас биткоин движется максимально осторожно, что можно понять по его объемам торгов, а также волатильности. И такое движение наблюдается с того момента, когда он упал ниже 28 тысяч. Во-первых, это связано с дефолтом США. В последнее время дефолт держит в напряжении не только фондовые, но и крипторынки, потому что чиновники продолжали тянуть время и никак не могли договориться по поводу увеличения лимита госдолга. Тем не менее, вчера мы получили первое продвижение по этому вопросу, потому что после встречи между Байденом и лидерами Конгресса во вторник, спикер палаты Кевин Маккарти заявил, что в настоящее время существует улучшенный процесс для дальнейших переговоров, и сказал, что можно заключить сделку к концу недели. Я думаю, что в конце концов у нас нет дефолта. А в среду Байден заявил: я уверен, что мы получим соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт. На фоне таких
таких положительных новостей биткоин сразу же подскочил на 2% и поднялся выше 27 тысяч. Также положительным фактором для роста биткоина стало заявление компании Tether, которая выпускает USDT. В Твиттере они написали: начиная с этого месяца Tether будет регулярно выделять до 15% своей чистой реализованной операционной прибыли на покупку биткоинов. Круто, что Tether идет в ногу со временем и инвестирует в биткоин, но давайте не забывать, что такое стейблкоины. Они на то и стабильны, потому что один токен равен одной зеленой бумажке в банке. Но когда даже небольшой процент резервов компании находится в рискованном высоковолатильном активе, это уже не соответствует стопроцентной привязке один к одному. И таких случаев по поводу обеспечения было очень много. Чего только Terra Luna стоит или Celsius, который просто не смог возвращать биткоины своим клиентам из-за того, что он упал на 30%. Я понимаю, что инвестируя деньги клиентов, Tether зарабатывает, но подвергать клиентов такому риску они в принципе не имеют права. В целом, глядя на рынок крипты, сложно сказать, что мы прямо сейчас начинаем новый бычий цикл, и крипта продолжит расти. Ведь пока экономический фон остается в напряженности от дефолта, мы будем наблюдать низкую волатильность, падение объемов торгов и движение вот в таких узких диапазонах. Поэтому до конца недели, вероятно, рынок будет консолидироваться после краткого восстановления и активно будет продолжать реагировать на экономические новости, которые вы сможете найти у нас в телеграм-канале. Так что подписывайтесь. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В комментариях напишите, какие события вы бы хотели, чтобы мы разобрали в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!